Привет, ARMY. Правда ли, что Чингук из BTS действительно потерял контроль над собой в неожиданный момент на глазах у миллионов людей? Или за его коротким взаимодействием с Таеоном, которое сейчас сотрясает интернет, скрывается гораздо более мрачная тайна? Эти вопросы больше не шепчутся между фанатами. Они громко звучат в лентах, комментариях и на форумах по всему миру. То, что начиналось как мимолетный момент, превратилось в один из самых обсуждаемых инцидентов в новейшей истории K-pop. Сегодня мы приглашаем вас узнать правду, скрытую за кулисами одной из самых сложных и эмоционально напряженных индустрий в мире – индустрии K-pop. Индустрии, где один взгляд может значить все, а один миг молчания может стать началом разрушительной бури. Прежде чем мы углубимся в тему, не забудьте оставить свои мысли в комментариях. Поставьте лайк этому видео, если считаете, что этот репортаж предлагает новый взгляд на проблему, и подпишитесь, чтобы не пропустить следующую главу этого подробного исследования одной из самых захватывающих динамик современной индустрии развлечений. Вы когда-нибудь задумывались, что на самом деле происходит, когда гаснут прожекторы, когда наконец стихают оглушительные аплодисменты и когда сложные камеры, следящие за каждым движением айдолов, перестают записывать? Или, что еще хуже, когда эти камеры запечатлевают то, что никогда не должно было быть показано. То, что должно было оставаться скрытым за закрытыми дверями в тщательно охраняемой гримерной. Недавно мировой мир развлечений был потрясен именно таким моментом. Фрагмент видео, не более 15 секунд, уже просмотрен сотни миллионов раз. Он вызвал беспрецедентную волну споров среди ARMY и широкой публики. Это был не клип, демонстрирующий безупречную хореографию или захватывающий вокал. Вместо этого он раскрыл нечто гораздо более тревожное – необработанный эмоциональный взрыв. Момент, когда Чон Чингук, золотой макне, символ дисциплины и самообладания, словно полностью потерял себя в присутствии Ким Таеона. Что могло вызвать такую сильную реакцию? И почему Таеон ответил не словами, а молчанием настолько тяжелым, что казалось, оно несет в себе невыразимую рану? Сообщается, что инцидент произошел в обычный, на первый взгляд, вечер в Сеуле. BTS находились в разгаре интенсивной подготовки к долгожданному секретному проекту, окутанному строгой конфиденциальностью. Здание HYBE, обычно тихое и тщательно охраняемое, внезапно стало эпицентром цифрового землетрясения. Анонимный аккаунт загрузил короткий отрывок из прямой трансляции видео, которое, по словам инсайдеров, руководство должно было удалить в считанные секунды. Но этого не произошло. Видеоролик распространился быстрее, чем кто-либо смог его остановить. На размытом, но эмоционально насыщенном видео Чингук стоит в узком, тускло освещенном коридоре. Известный своей лучезарной улыбкой и неиссякаемой энергией айдол выглядит запыхавшимся. Его лицо раскраснелось. Вены отчетливо видны на шее, визуальные признаки стресса или гнева, выходящие далеко за рамки того, что поклонники привыкли видеть у публичной фигуры, обученной сохранять самообладание любой ценой. Прямо перед ним стоит Таеон. В своей фирменной манере Таеон выглядит спокойным, по крайней мере, внешне. Но язык его тела говорит об обратном. Его руки двигаются осторожно. В какой-то момент он, кажется, держит Чингука за руку, словно пытаясь сдержать бурю, готовую разразиться. Затем наступает момент, шокировавший миллионы. Чингук отталкивает руку Таеона. Движение короткое, но достаточно сильное, чтобы заставить Таеона слегка отшатнуться. Однако даже это не самая шокирующая часть. Через несколько мгновений Чингук наклоняется. Он приближает свое лицо к лицу Таеона и шепчет что-то неразборчивое в микрофон. Что бы ни было сказано, этого было достаточно, чтобы мгновенно изменить выражение лица Таеона, от спокойного до совершенно разбитого. Этот единственный момент, ставший вирусным под хэштегом решетка Юнкаа Коутов Чонтрол, открыл шлюзы для бесконечных спекуляций. Фанаты начали пересматривать прошлые взаимодействия, ища скрытые подсказки, которые они могли упустить из виду. Был ли это переломный момент бесчеловечного давления индустрии? Или вспышка личного конфликта, который тихо затухал под тщательно созданным образом братства? Многие указывали на едва заметные изменения во время недавних выступлений.
Физическое расстояние между Чингуком и Теоном казалось больше. Их взаимодействие стало реже. Словно между ними образовалась невидимая стена. Онлайн-форумы наполнились вопросами, которые задевают глубже, чем сплетни. Как долго человек, независимо от его известности, может подавлять подлинные эмоции, чтобы выполнить контрактные обязательства и оправдать ожидания миллионов? Дальнейший анализ видео выявил тревожные детали. На заднем плане можно было видеть, как сотрудники торопливо передвигаются, их лица напряжены и полны тревоги. Это не был заранее подготовленный момент. Никакого запланированного контента. Последовала тишина. Вспышка гнева Чингука казалась удушающей. Словно все присутствующие понимали, что только что стали свидетелями чего-то, способного разрушить годы тщательно выстроенной репутации. Вскоре появились анонимные очевидцы с противоречивыми, но одинаково тревожными показаниями. Некоторые утверждали, что Чингук работал без перерыва 48 часов. Другие заявляли, что напряжение с Теоном достигло критической точки еще утром во время репетиции хореографии. Постепенно начало формироваться осознание. Это был не единичный случай. Это был симптом. Международные СМИ воспользовались моментом, чтобы еще раз подчеркнуть, как психическое здоровье айдолов часто приносится в жертву стремлению к совершенству. Но для ARMY это выходило за рамки обсуждения психического здоровья. Речь шла о двух людях, которые, казалось, боролись, возможно, не друг против друга, а против системы, достаточно сильной, чтобы разорвать даже самые крепкие связи. Почему Чингук, известный своим глубоким уважением к своему Хёну, вел себя так, будто Тэйон был источником его боли? И почему Тэйон, никогда не стеснявшийся высказывать свое мнение, предпочел молчание, пока весь мир наблюдал за ним? Ситуация обострилась, когда Big Hit Music выпустили краткое, двусмысленное заявление. Фанатов попросили не строить домыслов и уважать частную жизнь артиста. Вместо того, чтобы успокоить ситуацию, заявление лишь усилило подозрения. Вскоре после этого всплыл старый пост Чингука. Текст песни о предательстве и глубокой утрате был переосмыслен в новом свете. То, что раньше считалось художественным выражением признательности, теперь рассматривалось как возможное послание, адресованное кому-то близкому. Эксперты по языку тела высказали свое мнение. Их вывод. Поведение Чингука отражало не обиду, а глубокое разочарование. Отчаянную попытку вырваться из невидимых ограничений. Тэйон же, тем временем, выглядел как человек, молча скорбящий посреди толпы. Затем появились сообщения о бурной дискуссии в зале заседаний, посвященной будущим направлениям сольной карьеры, незадолго до инцидента. Могло ли профессиональное соперничество отравить личные связи? Или же существовала некая невидимая третья сторона, манипулировавшая событиями ради финансовой выгоды? Каждый раскол внутри такой влиятельной группы, как BTS, вызывает шок в индустрии развлечений. Но за цифрами скрываются два молодых человека, борющихся под невообразимым давлением. Поклонники по всему миру были вынуждены столкнуться с болезненной правдой: айдолы не непобедимы. Короткий видеоролик стал неопровержимым доказательством темной стороны славы. Потеря контроля Чингуком символизировала бунт против системы, требующей постоянных улыбок. Молчание Тэйона символизировало стойкость. С наступлением ночи в Сеуле предположения только усилились. Некоторые считали, что Чингук пытался защитить Тэйона. Другие подозревали, что утечка была преднамеренной. Однако одно было неоспоримо. Все изменилось. Перед зданием агентства собрался мирный митинг, не для того, чтобы требовать ответов, а чтобы выразить поддержку. Однако страх не покидал здание. А вдруг это начало конца? Интернет-детективы позже заметили слабый, настойчивый голос, зовущий Чингука по имени непосредственно перед тем, как видео оборвалось. Не сотрудник. Другой член команды. Загадка углубилась. Меланхоличная черно-белая фотография, которую Тэйон опубликовал ранее в тот день, была переосмыслена как молчаливое прощание. Отсутствие Чингука в публикации только усилило предположение.
Когда опытный журналист намекнул на важное объявление, тревога достигла пика. Однако в основе всего оставался тот единственный момент в тусклом коридоре. Последовавшая тишина была немирной. Она была зловещей. В течение 48 часов штаб-квартира HYBE стояла в тишине, никаких объяснений, никаких уточнений. Только вопросы без ответов. И мир продолжает затаивать дыхание.